Сальвете, амики, вы на канале у читающей Катарины, и пришло время отправиться в путешествие по Московской международной книжной ярмарке, которая состоялась с 24 по 27 сентября, то есть в прошедшие выходные. ММКЯ – это одна из 3 крупнейших московских книжных ярмарок. Это, как всегда, большое важное событие для всех книжников. И традиционно ярмарка проходит на ВДНХ в 75-м павильоне. С весны 2020-го 75-й павильон отдан под размещение временного госпиталя, и ММКЯ вынуждена кочевать. В прошлом году она перекочевала в Манеж, в этом году в экспоцентр. Пункт досмотра. Пятый павильон. И мы видим шатер 561, а с другой стороны 5.5, который прям буквально находится на улице. Сальвете, амики! Первый день Московской международной книжной ярмарки начался. Да, 15:30, там была огромная очередь на вход. И здесь в экспоцентре ничего не понятно. Помимо того, что в этом году площадки ярмарки разбиты на несколько, 5 или может быть даже 4, 5 или 6, тут не всегда понятно, куда идти, немножко не хватает всяких указателей. И вот мы сейчас пришли и будем постепенно осматриваться. Здесь нет гардероба, потому что часть площадок находится на улице в шатрах, поэтому все вещи будут на мне, точнее даже на нас с Марьяной. Вот, мы приехали и будем сейчас осматриваться. Пока у меня впечатление, это худшая площадка из всех, которые были. Чаще всего ярмарки располагаются в одном большом просторном павильоне, где собраны все стенды издательств, все сцены, где проходят лекции, встречи, семинары и так далее. Но в этот раз ММКЯ оказалась разделена на несколько площадок. В первую очередь это сам 5-й павильон, который официально значится как место проведения ярмарки, 1-й этаж и 2-й этаж. Помимо павильона были также шатры перед павильоном на улице. Один большой шатер со стендами и 2 маленьких шатра со сценами. И переход между этими площадками всегда должен был осуществляться по улице. Даже для того, чтобы спуститься, например, со 2-го этажа на 1-й этаж внутри павильона, нужно было выйти на улицу и заходить с внешнего входа. Если бы ярмарка проходила в начале сентября, то перемещение по улице не было бы такой проблемой, потому что в начале сентября обычно более-менее тепло, то есть температура по-любому была бы выше 10 градусов, и можно было бы не носить на себе большое количество одежды. Сейчас, в 20-х числах сентября, уже под конец сентября, температура сильно упала, поэтому было достаточно некомфортно. Ты всегда должен носить свою одежду с собой, потому что гардероб был, насколько я поняла, только на 1-м этаже павильона. И то он находился очень далеко, его можно было найти только случайно. Никто не знал, что он там есть, потому что не было ни одного указателя. То есть одежду всегда нужно носить с собой, и внутри натоплено, внутри много людей, поэтому душно и в одежде жарко. И потом ты выходишь на улицу для того, чтобы перейти в другой павильон, и тебе становится холодно, потому что ты, не знаю, убрал шарф или тебе лень надевать куртку. И в целом постоянная смена температурного режима, при том, что у тебя есть, разумеется, рюкзак и пакеты с книгами, как обычно все ходят на книжные ярмарки, вот это было прям не очень хорошо продумано и, откровенно говоря, некомфортно. На 2-м этаже расположились стенды библиотек, иностранных делегаций, бизнес-издательств, включая МИФ и Альпину, хотя у Альпины есть редакции, которые занимаются далеко не бизнес-литературой, а также некоторых академических издательств. Также на 2-м этаже была самая большая сцена, на которой проходили самые топовые встречи, включая встречу с Ли Арден в воскресенье и с Алексеем Ивановым. Наверняка есть какой-то смысл в разделении площадок, тематический, по крайней мере, смысл, но пока не очень понятно. Такие одинаковые пустые белые стенды, это просто... Да, библиотечная программа у них, как всегда, на ММКЯ достаточно большая. И, кстати, в этом году проводятся разные мероприятия по представлению разными издательствами своих новинок работникам библиотек. Так, ну вот этот первый зал преимущественно наполнен самыми разными библиотеками, и
некоторыми иностранными участниками, делегациями от разных стран, которые представляют свою издательскую деятельность. Ну, объективно, далеко не самый интересный и близкий лично мне зал. Мы переходим тогда в следующий. Такой кислотный ковер. Вот как мы знаем, за самиздатом «Будущее» вот это тут и будут обсуждать все 4 дня. Да, конечно, сориентироваться здесь — это отдельная история. Это вот первый этаж или второй этаж? Не знаю. Так. Они, наверное, по алфавиту идут. Ничего не понятно, но очень интересно. Чрезвычайный полномочный посол Греции в Российской Федерации госпожа Екатерина Насика, Ксения Климова, переводчик с греческого и филолог из Московского государственного университета имени Ломоносова, и Михаил Липкин, литературовед, филолог и переводчик, в том числе из греческого. И дважды на английском и на ρusском языках. Δημιούργησε τεράστια αίσθηση γιατί εκτός από την ποιότητα των τραγουδιών εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα τα συνοδευτικά σχόλια και η εισαγωγή του επιμελητή τους. На первом этаже была сборная солянка из издательств и художественной литературы, и нон-фикшн литературы, то есть я не заметила какой-то прям последовательной логики в размещении стендов. Кроме того, внизу также были некоторые иностранные делегации, были представительства, и в том числе издательства некоторых организаций политических и, возможно, социальных. Также на первом этаже располагалось около 3 достаточно маленьких сцен. Это даже не сцены, это просто как бы место для спикера, и поставлено на где-то 10-15 стульев, где вроде как должны размещаться все желающие послушать того или иного спикера, но на многих мероприятиях народ было гораздо больше, и вот эти мизерные сцены не могли вместить всех желающих, кто хотел послушать выступающего. В регионе Читай-город, это прямо и правее по Направо, налево? коридору, а также Направо. зона для особой сессии. Передавал вашему вниманию. А вы там... Надо вот так вот съем. Фанзон так выделяется своей синей внутренностью. Мы когда слушали курс школы издательского дела, у нас было несколько лекций как раз про ярмарки, и там была женщина, которая много лет находилась в экспертном совете нонфикшн, или, организовывала нонфикшн. Она рассказывала, что самое главное на ярмарке — это выделиться, и в этом плане заказать цвет стен, который платный. Это очень хороший способ именно выделиться на фоне других. И мы очень хорошо это видим с фанзоном. Это вот важный проект, на который я хочу обратить внимание. Фонд «Нужна помощь» создал свое издательство, которое теперь называется «Есть смысл». И у них очень интересная подборка книг про нашу роль в обществе, как мы можем
делать общество лучше. Вот, мне кажется, дико интересно, я взяла некоторые книги, просто про них тоже расскажу чуть позже. Рядом с сценами располагается такой вот бокс автограф-сессия, где, видимо, потом можно будет получить автографы. Это достаточно удобно. Ирина Шубина собственной персоной. Сразу видно, у кого много денег для того, чтобы вот так вот все это красиво оформлять. Кот Майя. Вот он тут. Законтачились с менеджером Бомборы. Нам с Яной вручили по Бомбора-боксу. И я выпросила код Майкла Ко. Причем, что они сегодня не дают книги на обзор, вот, но мне сделали исключение. Прям так приятно, так приятно. Вот. И про код Майя мы еще отдельно поговорим, потому что там сложная история с цветной вклейкой, с иллюстрациями, которой нет в бумажном издании. Это нужно заходить в телеграм-канал Дениса Пескова, который курирует эту серию, для того, чтобы посмотреть эту вклейку, которую они не вклеили в изданную книгу. В общем, отдельная история, мы на ней обязательно остановимся. Так, ну мы пока ходим, смотрим. Очень дурацкая система, что столько разных площадок, очень тяжело ориентироваться, очень душно, все в верхней одежде, поэтому это еще дабл некомфортно. И да, в общем, у меня впечатления пока не супер приятные. Куда более интересным был уличный шатер. То есть это буквально шатер, который был расположен на улице, в нем было тепло, тут без всяких претензий. И там расположились детские издательства и те независимые издательства, которые, как мне показалось, в наибольшей степени связаны с альянсом независимых издателей и книгораспространителей. Вот этот момент, почему какие-то независимые и небольшие издательства оказались в шатре, какие-то были в павильоне, какая здесь логика между вот этим распределением, я не очень хорошо поняла. Возможно, у организаторов были свои представления о том, какие издательства лучше будут соседствовать. Самое мое любимое соседство в этот раз — это, значит, стенд издательства Института археологии Российской академии наук стоит рядом с издательством Bubble. Просто это соседство, оно какое-то... И, например, в рамках нонфикшена вообще невозможно представить, чтобы эти два издательства очень разные, ориентирующиеся на разную аудиторию, чтобы они оказались соседями. А вот на ММКЯ это оказалось возможно. В общем, шатер на улице под номером 5.5 был инди-шатром. И на мой вкус это самое интересное место и самая интересная площадка на этой ММКЯ. Помимо этого, также было две уличные сцены в таких вот небольших шатрах. Одна, по-моему, больше была детская, а другая не имела какой-то конкретной тематики. Там проходили самые разные мероприятия. У каждого зала были цифровые номера. Я сказала про 3 площадки: 1-й, 2-й этаж и шатер. При этом внутри павильона на каждом этаже было по 2 зала. Получается, были залы 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 и 5.5. И когда делали ссылку, что вот мероприятие происходит на такой-то сцене, сначала шел номер зала, допустим, 5.2, и потом еще номер сцены внутри этого зала.
И вот как бы сейчас я более-менее понимаю, как это все было организовано, но если вы один день выделили себе, чтобы приехать на ММКЯ и посетить какое-то мероприятие, вам было бы очень тяжело сориентироваться, потому что вот эти цифровые обозначения, они далеко не везде, например, не на всех сценах прям хорошо обозначены, а схема расположения всех стендов и сцен была только на 2-м этаже в самой дальней части павильона. Внизу была стойка информации, можно было подойти к волонтерам и узнать у них, куда идти и так далее, но с точки зрения именно простоты в том, чтобы ориентироваться в пространстве ярмарки, мне кажется, было сделано недостаточно, и было очень тяжело разобраться, что где находится. Внутри очень душно. Вот в шатре еще более душно, чем внутри, то есть в помещениях. И мы сейчас очень мило пообщались с Александром Урсулом, пиарщиком издательства Ивана Лимова. Он меня узнал. Просто я поднялась до тех блогерских высот, когда подхожу к любимому издательству, и меня узнают в лицо. И помнят, какой контент я делала и какие книжки я отмечала. В общем, у меня огромный шопер, полный книг, полный подарочного бокса от Бомборы. И еще мы очень сильно устали, потому что жарко, потому что реально очень дискомфортно. Приходится ходить в верхней одежде, потому что деть ее некуда. У меня еще камера, и я на руке не могу носить свою одежду. Вот. И поэтому впечатления от организации пока такие не очень положительные. Но в остальном вот это именно коммуникация, столько знакомых лиц, вообще этот вайб, атмосфера ярмарки, которая всегда есть, выше всяких похвал. Вот самое ценное, что есть во всех книжных ярмарках, это люди и это общение. Теперь нужно чуть-чуть сделать перерыв, чтобы остыть после духоты в шатре. Я вот вам рекламировала «Страстоцвет» Ольги Кушлиной. Говорят, из 2000 экземпляров осталось 200, поэтому если кто-то хочет себе приобрести, самое время поспешить. А то потом еще 20 лет ждать переиздания, и поспешите. Всякое интересное там. Развиртуализировались с Аллой Штейнман и Игорем Малюковым, директором и главным редактором, соответственно. Так, секунду, здесь Михаил Котомин и Кирилл Маевский пошла тоже представить. В общем, я, во-первых, развиртуализировалась с Аллой Штейнман и Игорем Малюковым, и сейчас я еще беседовала с Михаилом Котоминым, главным редактором издательства «Адмаргин», одним из 2 главных редакторов, и с Кириллом Маевским, который, я не знаю, чем точно занимается в «Адмаргине», но вот они оба читали лекции в школе издательского дела, и я слушательница была, поэтому мне было достаточно приятно представиться. Вот. Мне так нравится, как люди удивляются, что я как бы по основной своей деятельности занимаюсь преподаванием древних языков, латинского и древнегреческого. Это просто, мне кажется, факты, которые разрывают реальность, не соответствуют никаким ожиданиям и очень удивляют всегда. На улице очень холодно. И сейчас я, наверное, буду отпускать постепенно Марьяну и сама жду Олесю с канала «Совушка читает». Вот, и мы с ней еще прогуляемся по ярмарке. Внутри очень душно, снаружи очень холодно, и я боюсь, что можно очень легко заболеть после таких вот постоянных перепадов. Продала Олеся 2 книги из своей подборки. Я думала, что снимать сложно в прошлом году в Манеже, сложно снимать сейчас. Во-первых, потому что здесь практически нет красивых кадров, то есть это традиционные выставочные вот эти ряды с белыми обычно коробками стендов. Вот, и как-то все здесь не прям то, что супер симпатично. Как всегда, на ярмарке спасает только общение, только знакомство, коммуникация и все остальное. Вот. И далеко не только я считаю, что в этом году все не супер хорошо, супер гладко и супер классно в плане пространства. И давайте просто все дружно понадеемся, что ММКЯ вернется в привычный корпус на ВДНХ. ММКЯ на ВДНХ.
когда в школе издательского дела говорили про участие в ярмарках, говорили, что очень важно выделяться на фоне других. Вот мне кажется, что китайский уголок здесь очень симпатично выделяется. Так называемый эффект хрупкости. Вы полетели в космос, вы увидели, что вот это все по масштабу равно плесени на арбузе. Потому что огромная Земля, покрытая тонкой атмосферой, и космонавты на 5-й день полета считаются гражданами Земли, и они круто государство. И они, по-моему, один из тех, кто летал на Луну, какой-то из астронавтов американских, сказал, что когда я увидел Землю, мне захотелось взять наших всех конгрессменов и тут же прямо на этой Луне и притащите нас, смотри, что ты делаешь. Чуть-чуть корпуса представлено на стенде, считай, города буквоеда. Олесины книжные покупки. В общем, время постепенно близится к началу 8-го, и мы обошли ярмарку еще раз. Я уже вместе с Олесей второй раз. И на этом, наверное, первый день будет заканчиваться. Я приду домой, посмотрю, что я наснимала. Я боюсь, что мало и не очень хорошо. Вот, но надеюсь, что мне удастся склепать какой-то вложек и составить... Составили. Может, и к лучшему. И причем у них на стенде ЛДПР еще очень много, ты знаешь, такие молодые ребята стоят, которые с улыбками таким во все лицо раздают вот эти бесплатные материалы. Вот, в общем, на сегодня все. Завтра будет второй день. Не переключайтесь.